Как вы относитесь к аффирмациям? Ну и вообще, силе мысли, желаний. Но к аффирмациям, скажем так, с одной стороны, я отношусь двояко, поскольку если вы будете только аффирмировать, но ничего не будете делать, скорее всего, эти аффирмации не сработают. Но, тем не менее, когда у вас появляется такая некая сила, то не только к аффирмациям нужно быть очень, скажем так, внимательным и щепетильным, но и даже к вашим мыслям, поскольку, ну откуда берутся аффирмации, да, то есть это ваши мысли, которые вы проговариваете вслух, создаете какое-то намерение, вот наговариваете, как бы подтверждая вот это состояние. Если вы энергетически еще, скажем так, не сильно прокачаны, да, то есть, ну, эти аффирмации, скорее всего, будут просто пустыми словами. Но если вы уже какое-то время занимались практиками какими-то, там проходили ретриты, то есть чувствуете силу слова, силу молчания. Вот есть, что такое, кстати, мауна? Ее еще называют благородное молчание. Но также существует благородная речь, что можно молчать в благородном молчании, и как бы вы понимаете, что вы молчите не только внешне, но и внутренне. И также благородная речь, когда вы говорите, ну, скажем так, по существу, не пустая болтовня, там, бла-бла-бла, вот, а когда надо что-то выяснить, о чем-то таком очень важно пообщаться, а пустословие, переливание из пустого в порожнее вас, в общем-то, мало интересует. И также, когда вы не то что аффирмируете, а еще до аффирмации начинаете о чем-то думать, вот это уже тоже может начинать срабатывать. Вот то, что спрашивает сила мысли. И это даже не всегда желание, потому что иногда вот эта сила мысли работает, как бы, скажем так, помимо вас уже. Вы подумали, но если у вас как бы уже прокачана ваша энергия, то есть даже эти мысли могут начать работать, вы вроде как и не хотели, вы просто подумали о чем-то, а оно начинает работать. Поэтому вот эта вещь, она очень должна быть как бы под вашим контролем и пониманием, да, что когда вы переступаете какой-то рубеж, ваши мысли начинают действительно приобретать некую силу. И когда вы видите, что это происходит, то есть вот тогда как раз вам еще надо сильнее усиливать ваши практики медитации, чтобы осознавать, что происходит у вас в голове и куда направлены ваши мысли. Просто я сам столкнулся как раз с такими вещами, увидел, что это работает, причем я это стал замечать не так, что вот оно мгновенно случалось, да, то есть оно начало происходить, и потом я видел как бы последствия, скорее всего, вот этих мыслей. Вот, например, когда я строил этот Будда-холл с видом, здесь вид на озеро, и я хотел там сделать такую веранду закрытую, сверху балкон, видовая площадка. Но тут стояло там 4 или 5 или 6 сосен, ну, разных размеров. А у меня к соснам вообще такое очень как бы трепетное ощущение, отношение. И я просто не стал их не спиливать, ничего, думаю, ну, значит, так будет. То есть вот построил дыхол как раз до них. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что места здесь маловато, да, и тем более, что вот хорошо бы сделать место для работы с телом, там, зарядки, йоги, и место, чтобы только сидеть, чтобы там, скамеечки, подушечки были, ничего не надо было убирать. Вот, то есть, как бы в мыслях, там даже в медитациях я чувствовал, что вот хорошо бы это пространство так расширить. И что я стал замечать, что вот эти сосны, которые здесь росли, они стали засыхать. Причем засохли ровно те сосны, вот от них потом, если там выкорчевывали на смете уже, да, по-моему. Вот, ну там даже остались ямки. То есть все сосны, которые вот были в этом расположении, они все благополучно засохли. Ну, сушины мне пришлось пилить уже, не падали, причем какие-то даже падали там уже на Будда-холл. Вот. Я тогда это как-то еще так не уловил, что вот это связано с тем, что был какой-то внутренний запрос. Потом у нас вот есть причал, не где вы спускаетесь купаться, а есть еще один причальчик. Вот, и мы там с Ириной обычно с утра там ежимся, загораем.
И там растет береза, и от нее ветка в сторону идет. И она, когда листья появляются, она часто этот причал закрывает раньше того, чтобы солнышко там еще уходит куда-то, то есть затеняет. Вот. И я так, занимаясь на этом причале, так все время так поглядывая на эту ветку, думаю, надо бы залезть на следующий год, там ее спилить. Вот. И буквально в прошлом, по-моему, году, да, вот, береза зазеленела, а эта ветка нет. То есть она вот сейчас стоит такая сухая. Вот. Тут я уже так призадумался, что все это не так просто. Вспомнилось как раз и вот эти вещи, и другие. И вот у нас здесь стоит еще елочка такая, я еще называю бешеная. Вот. И я все время, когда с нее снимаю вот эти веточки, побеги, которые пищу употребляю, ну, с ней как бы разговариваешь, общаешься, то есть так с ней больше контактируешь. И она вот по сравнению с другими елками, она просто вот как пальма. То есть, если обычно там 3 веточки там побега идут, то это там такое там фейерверк какой-то, взрыв на макаронной фабрике. Вот. Тоже вот не знаю, как это объяснить. И вот как раз совсем недавно, вот у нас граница с соседским участком, и мы все время с Илиной, когда в лес уходим, я говорю, вот надо бы там взять, там елочек выкопать, их там довольно-таки много растет, таких уже как очень плотно, которые можно и прирядить, и на соседский участок посадить. И какие-то я, в общем-то, так сажал. И такая мечта у меня была, что вот там у соседа, когда вы гулять уходили, наверное, видели, у него из елок забор такой сделан. Вот. И мне тоже так захотелось такой заборчик, вот. Но времени и сил не было выкапывать эти елки, то есть это как-то занимает много времени, а время тут как бы, все время то одно надо построить, то другое. И вот как раз мы с Ириной недавно гуляли вдоль соседского участка, вот. И то есть те елки, которые там посажены, большие довольно-таки, они так прижились. Но что потом мы увидели, что вот между этими елочками вырастают маленькие елочки, вот из земли буквально. Вот. Такое бывает часто вдоль дорог, вот если вдоль дороги идти гулять, там тоже бывает, они как бы семена, видно, от елки там цепляются за обочину, и такие прямо как заборчики тоже елочные. Вот. Но здесь там особых елок нету, цепляться не за что. Но тем не менее, вот на этой линии выросли такие маленькие-маленькие елочки, вот как из семян. Там, если вот интересно будет, сходите потом даже посмотрите. Тоже не знаю, то есть я как бы... Вообще я скептик по натуре, да, вот, хоть и занимаюсь чудесами. Вот. Ну вот я всегда к этому скептически отношусь, но как-то вижу, что это же неспроста, да, что вот какое-то происходит, в общем-то, явление. И вот особенно в последнее время я стараюсь очень быть внимательным к своим мыслям. Особенно то, что касается там природы, людей, отношений. То есть очень важно как бы и не закрываться, и чтобы общаться с людьми на тонком плане, не с черствым сердцем, да, а все-таки все равно оно должно открыто, как бы ты там ни проявлялся внешне. Вот, потому что очень часто я там, например, там могу через манипуру общаться с вами, вот, но все равно как бы я вас люблю всех, но иногда, чтобы как-то обозначить ситуацию, пространство, приходится немножко так Бармалея включать. Вот. Ну, вот я поэтому вас призываю, в общем-то, чтобы ваши мысли всегда отслеживались, то, что происходит у вас в голове, а не шлялись бесхозные. Иначе, когда вы, скажем так, прокачаетесь, они могут с пространством начать работать уже в своем режиме. Вот такое мое отношение к аффирмациям. Ну, если интересно, да, то есть делайте. То есть, ведь опять тот же эффект плацебо никто не отменял, и он работает. И, в общем-то, процент плацебо довольно-таки большой. Но также есть эффекты антиплацебо. Если человек не верит во что-то, то есть то же самое будет работать. Любая там супер-пупер таблетка не излечит, если я в нее там, например, не верю. Вот. А веря в силу таблетки, там, съев кусочек мела, в общем-то, вы можете поправиться, и никто этого объяснить не может. То есть, поэтому вот эта сила мышления, сила убеждения, сила веры, она может быть отнесена, в общем-то, и к аффирмациям. Если вы действительно в эту аффирмацию начинаете глубоко верить, она может начать работать как эффект плацебо. Но насчет желаний тоже, как говорится, бойтесь желаний своих, они имеют свойство исполняться. Потому что захотела принца на белом коне,
приехал принц, надо куда-то лошадь поставить, в квартире мало места, да она еще и гадит, и кормить надо, и вот пожелала, да, то есть, да и принцы там все пытаются умыкнуть. Поэтому смотрите с вашими желаниями, это насколько они действительно нужны и важны. Вот. Обычно как, создаешь какое-то намерение, отпускаешь, и оно само начинает работать. Но если вы постоянно в этом желании, это тоже вас, в общем-то, просаживает и на энергетическом плане, поскольку и желание не работает, потому что вы все время о нем думаете. Вот то, что я рассказывал про лабиринт, да, если вы с намерением, желанием туда идете, дошли до центра и отпустили, тогда эта аффирмация, да, начинает как-то работать.